Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, управление бесконечностью. В данной теме я показываю, каким образом, имея понятие бесконечности, можно использовать данное понятие, вообще реальное состояние среды, для того, чтобы через управление достигать цели, именно через управление бесконечностью. В данном случае существует еще один критерий данного семинара — это умение делать так, чтобы бесконечная информация была управляема, а тогда получается, что мы можем использовать вот этот спектр бесконечности для решения каких-то задач. Поэтому в сегодняшнем семинаре желательно обязательно в момент управления, то есть в момент, когда я говорю о структурах бесконечности, о том, как их применять и как ими управлять, сразу же решать все-таки свои конкретные задачи. То есть для этого нужно сделать так, чтобы выявленный ряд задач находился где-то в локальной величине, то есть вне системы, да, бесконечности, то есть была выявлена некая светообласть, и именно элементы бесконечности — это обычно в оптике выраженная информационная среда, то есть выглядит, как правило, в виде такого белого цвета динамического плана. И умение управлять этой системой, когда эта динамическая среда соприкасается с вашей областью информации, именно с той областью, которая означает решение вашей проблемы, то, как правило, осуществляется и само управление, потому что стоит только бесконечную величину привести к системе ваших задач, то в бесконечной среде всегда есть реализация. Дальше уже, в общем-то, путь достаточно простой в управлении. Поэтому необходимо, в первую очередь, получить задачи, лучше их получить из этой же системы бесконечной среды, придвинуть ближе к физическому телу, а дальше, выявив это свечение своей задачи в виде оптического свечения, стараться сделать так, чтобы бесконечная величина соприкоснулась с этой же задачей. То есть фактически мы понятно, что бесконечной среды задачу сначала со стороны выявляем, свою же собственную, притягиваем ближе к физическому телу, и потом только управляем внешней средой. Получается, сама задача, она находится в сегменте этой бесконечной величины, поэтому сама динамика вообще системы — это есть, как правило, действие вашей же собственной задачи. И если глубже в смысл этого понятия пройти, то например, рассмотрев движение, крови в организме человека, можно рассмотреть, что, с точки зрения абстрактной системы, что кровь может двигаться фактически сама по себе. То есть, если мы рассмотрим эту систему выявления какой-то локальной среды внутри среды бесконечной, для этого просто нужно, чтобы функции крови, они были по внешним границам бесконечными. То есть кровь должна воспринимать, получается, с точки зрения как элемент сознания, да, кровь как элемент сознания человека, воспринимать стенки как бесконечные величины. Тогда получается, чтобы сделать процесс, например, скажем так, кровообращения вечным в человеке, нужно все время стараться, по крайней мере, делать контакт крови с элементами внешними. В общем-то, по большому счету, и контакт между отдельными элементами крови нужно делать вечным уровнем управления. Поэтому получается, чтобы управлять, например, бесконечной величиной, нужно обязательно рассматривать какие-то локальные участки, например, тела человека, рассматривать как все-таки систему практически выхода бесконечных величин или даже организации бесконечных величин. Поэтому управление бесконечностью — это фактически все-таки реальное поисковое, в общем-то, управление. То есть сначала вы высвечиваете уровень, именно оптически, потом этот уровень захватываете волевым усилием и начинаете работать с системой. То есть в этом разница. В управлении бесконечными системами все время осуществляется первичный захват бесконечной величины. Потому что как таковое, например, есть понятие вечности, да, это статичная среда, вообще говоря. Вечная среда, она имеет разницу информации, она просто-навсего находится везде, возле структуры восприятия человека. Сама душа, она изначально вечна. А бесконечная величина, там, где нет именно конца, так скажем, да, отличается в информации от структуры вечности тем, что
мы имеем больше в динамике проявленную систему восприятия. Поэтому фактически, ну, означает часто по смысловому аспекту одно и то же, изменение вот в виде слова означает, вообще говоря, другой тип работы даже. Если работа в вечной величине — это структура работы больше со статикой, то бесконечно это больше с динамикой. Причем не с обычной даже динамикой, а именно вот в поисковом плане надо ее сначала находить и приводить в структуру управления. Поэтому для того, чтобы сделать управление, нужно, например, именно в фазе или как бы в задаче управления, ну, как правило, это может быть задача даже вот как бы связанная с вашим физическим телом, возле себя, там в радиусе, например, там 5 метров поставить концентрацию бесконечной величины. То есть проще всего поток бесконечности выявить возле себя. И учитывая, что это все-таки поток бесконечности, то есть это, в общем-то, целительский в том числе поток. То есть это поток действия, где есть управление многозначными событиями. Ведь чем больше параметров событий мы учитываем в управлении, тем мы точнее достигаем, например, локальных систем. Предположим, когда вы точно уверены, что ваше событие достигнуто, когда вы точно знаете, что уж следственные события или периферические тоже достигнуты. Да? То есть чем больше пакет информации, тем точнее вы достигаете управления. И поэтому в бесконечной величине очень важно для управления именно бесконечностью видеть как бы внешнюю позицию в управлении. То есть, например, ну, я могу, предположим, показать такую систему, там, ну, оптический какой-то элемент света от левой руки перешел в управление, именно, ну, как бы бесконечное управление, и я могу внешним уровнем контроля через элемент как бы внешнего сознания просмотреть структуру, динамику света. То есть я где-то этот элемент беру, это может быть элемент, но вообще не связанный, предположим, напрямую с каким-то конкретным уровнем тела, да, физического. То есть в бесконечной величине физическое тело имеет очень фиксированную природу для уровня души, то есть душа воспринимает бесконечную величину как структуру явного физического тела, и причем именно человека. И там, кстати, видно, как строится тело человека. Например, в динамике, вот, если мы рассматриваем как сознание человека, то мы видим, что бесконечная величина на самом деле очень многозначна, и вот это вот восприятие, собственно говоря, внешнее, это, как правило, восприятие всех людей одновременно и себя тоже. То есть человек в этой системе изначально дифференцирует не себя вот лично, а свою координату можно на общем уровне находить. Значит, а одновременно он фиксирует практически все системы, в первую очередь людей. Он видит, как действует Бог, кстати, вот достаточно прозрачно в этой системе. И при этом занимается конкретным человеком. То есть вот заниматься в этой задаче конкретным человеком, это все равно, что заниматься там собой или любым другим человеком. Это, в общем-то, практически очень свойственно там многим людям, но здесь, в общем-то, видно, кстати, очень четко, что заниматься собой — это точно так же, как заниматься любым другим человеком. То есть там нет, например, каких-то преимуществ или там преуменьшения или преувеличения. Совершенно равные условия для всех, включая себя. И вот когда вы начинаете в эту систему входить в управление, то, кстати, это тогда гораздо проще, все-таки, с одной стороны, потому что ваш личный опыт, накопленный в плане вот работы вообще с другими людьми, например, да, он переносит сразу же на вас, получается. То есть тогда, получается, вам проще решать свои собственные проблемы. А с другой стороны, человек, как индивидуальный уровень управления, начинает искать, вот, а что в конкретном случае для себя вообще, в чем человек может там заиметь какие-то дополнительные, например, там, преимущества, да, именно в бесконечной среде, потому что он, обладая каким-то инструментом, считается, что может, например, больше, ну, там, себе внимания уделить, да, значит, для решения его личных задач. На самом деле, как только мы входим в систему макроспасения, опять происходит уравнивание уже на макросмысле. Значит, бесконечная величина с точки зрения личностных систем базируется на двух уровнях личного восприятия. Почему вот здесь важно выявить личное восприятие? Потому что это и есть критерий. Это равенство изначально при приближении к этой среде, а потом равенство через макросистему. То есть, получается, мы в конечном итоге имеем достаточно универсальную, в общем-то, некую такую изоморфную даже область, при движении в которой мы все время имеем одни и те же как бы шансы действия. Получается, бесконечная величина с точки зрения логики, она такая и есть, потому что
шансы практически одинаковы, раз она бесконечная величина, то и действие, в общем-то, бесконечное. И задача практически получить конечное действие, отследить, в общем-то, конечный периметр какой-то именно в действии. Потому что как вообще вот этот свет выхватывается из именно структуры бесконечности, это видно физически. То есть сначала серебристый, такой белый, потом серебристо-белый поток, потом четко видно золотистое свечение, выброшенное как бы в виде отдельных фрагментов света, как фотоны некие. Значит, и получается бесконечная характеристика, она очень четко в спектре отражается в первой волне восприятия. Обычный вот такой куст, некий свет, действительно корень такой несколько беловатый, а потом золотистые как бы такие вот ну, фрагменты света. И получается, что ну, может быть, больше похоже на бенгальский огонь, так скажем, да, вот этот выброс света. И когда дальше мы начинаем работать с этой системой, наша задача, чтобы получить корректное событие, вот эти выбросы фотонов, их надо собрать, отследить их как бы конечное действие, вот где это упирается в конечную величину. То есть получается, для нас это наиболее привычный, что ли, метод управления. С точки зрения Бога он воспринимает и конечную, и бесконечную величину, вообще говоря, одинаково. Поэтому мы видим вот это, как следствие работы с бесконечной величиной, одинаково с некой такой, ну, или в кавычках, или реальную, это именно восприятие Бога здесь реализовывается. Мы работаем в системе восприятия Бога, потому что восприятие Бога бесконечно, и мы поэтому работаем больше в его системе, да, координат. И поэтому получается, чтобы нам собрать вот этот, ну, как бы, вариант, именно этот, проекция некая вот этих фотонов, которые из корня, да, такого выходит некий сноп света, то вот эта проекция должна, прежде всего, проходить через некое каноническое тело человека. То есть, ну, например, абсолютно здоровое, абсолютно там, успех каких-то социальных событий у человека и так далее. То есть вот управление бесконечной величиной постоянно проходит через как бы практически абсолютную норму, по сути, по судьбе человека. И вот когда мы начинаем именно в эту систему входить, тогда мы совершенно четко видим, что да, так и есть. В этой системе мы управляем бесконечными величинами достаточно просто. То есть они управляемы становятся. Чем больше как бы канонизирован человек с точки зрения логики бесконечного развития, тем больше ну, что ли, возможности у него управлять именно бесконечной величиной. Логически же так и есть. Развиваясь длительное время, человек все больше набирает опыта, все больше имеет как бы лучших, что ли, возможностей для управления и так далее. Тогда получается, что он больше соответствует уровню управления, в том числе и бесконечной величиной. Это логика процесса. С точки зрения духа, бесконечная величина просто как бы опознает сходную систему. То есть среды управления становятся, в принципе, как бы однотипными. И тогда человек начинает приобретать именно свойства бесконечности, как бы функции бесконечности. То есть его мысль становится не просто там, конечной некой мыслью одной, а как только мысль попадает в какую-то среду, она имеет бесконечный резонанс фактически. То есть она постоянно раскатом мысли увеличивается или где-то там затихает, но это похоже именно на резонанс. И, кстати, можно слушать свои собственные мысли, и если вот как бы в тонком слухе, да, ну, именно в скрытом слухе, так скажем, в том, как вы слушаете душой, слышны раскады, вот это именно работа вашей мысли в бесконечной величине. И, кстати, многие люди достаточно часто это используют для того, чтобы стабилизировать какое-то состояние. Это, вообще говоря, диагностическое состояние, чтобы понять, что в данный момент происходит там, с человеком, например, ну, в обычном плане общего, обобщенного анализа. Вполне может быть, что у человека и так все хорошо, но ему нужно, например, объективизировать свое состояние вообще в информации, так скажем. Что сейчас перед ним, да, какие задачи, например, в целом, которые, может быть, он даже не рассматривал. Но они, например, есть, да, как то, что вы в будущем можете встретить какого-то знакомого и так далее. То есть они существуют, эти задачи. И вот здесь можно именно как некую канонизацию диагностического типа рассмотреть раскаты вот этих мыслей, как некие там, ну, такие колокола, так скажем, они слышны, именно раскаты колокольного типа. Вот колокольный звон наиболее соответствует бесконечной форме мышления, где именно раскаты идут вот этой среды мысли.
Почему именно колокольный звон? Потому что сферы, они начинают не просто сокращаться, а вырабатывать, генерировать фактически подобную информацию, которая подобна звуковой волне внутрь этой сферы. Потому что каждое действие направлено на конечную систему, и сфера фокусирует действие в центр. Как я сказал, надо же выявить конечное действие из этой системы света. А звук, он наиболее соответствует источнику, то есть всегда понятно, где источник звука. И, ну, по крайней мере, можно всегда сказать, где ориентировочно он находится. И получается, что если мы переходим на звуковую форму управления, а ведь задача управления — это любому человеку должно быть понятно, как спастись, например, или мгновенно, или сделать макроспасение. То есть, в принципе, можно достаточно много излагать систему управления, достаточно долго можно проходить систему управления глубже, и это всегда лучше, конечно, но ведь задача управления является мгновенно. Либо вы помогаете сейчас, да, мгновенно, либо сразу опознает другой человек и получает сопоставимую помощь. То есть с точки зрения Бога помощь должна быть всегда однотипна и направлена именно на структуру вечной жизни, то есть реализующие вечную жизнь человека конкретно, по образу и подобию Божьему. Получается, что, исходя из этого, вот, например, структура лечения заболевания в этой системе — это, как правило, комплексный уровень контроля. Если вот ввести нам проблему заболевания какого-либо человека в эту систему или там зала, то здесь видно, что на каждом уровне с разных сторон, причем даже физически с разных сторон, идет анализ системы. Здесь можно контролировать информацию не просто как саму информацию, а как физический массив. И причем контролировать эту информацию практически как бы со всех сторон. Если вот у меня массив есть, я могу его рассмотреть с этой стороны, могу с другой, и прям видно, как некая голографическая система, что с разной стороны информация по-разному управляема. Ближе к себе, например, я могу создать бесконечный уровень, то есть чем ближе к человеку, тем более бесконечную систему событий я вижу, чем дальше, тем более локальная система. И обратите внимание, что вы, когда получаете какие-то близкие события, они как будто бы вас из какого-то там далекого уровня информации настигают. Часто такое бывает в детстве, когда прозрачно видно систему управления, часто. И, кстати, поэтому, между прочим, в этой технологии можно очень просто лечить заболевания человека. То есть достаточно выйти в структуру отдаленного уровня сознания, откуда как бы начинается структура информации, и просто заблокировать. При этом просто надо помнить, что вы работаете в бесконечной среде, и все. Там свойства другие. Тогда, получается, сигнал от заболевания не проходит, не приближается к вам, и все. 2-3 раза отработать, как правило, это волновой принцип, и потом уже идет замедление. А дальше можно войти в микроструктуру и рассеять, в принципе, вообще сущность, да, структуры управления, которая называется там заболеванием. И здесь, кстати, вот этот процесс очень важен, если какие-то экстремальные вещи, там, где нужна именно быстрая помощь. Например, там может быть какой-то сердечный приступ или какие-то вот такие сложные состояния. Но как подструктура это очень хорошо работает, если какие-то отягощенные системы. Например, в случае там 4-й стадии там, рака или там, СПИДа, каких-то сложных заболеваний, там получается, что массив информации все время очень большой, там следующий, да, и приходится работать с большим массивом информации. Чтобы с ним работать, нужно работать с сопоставимой системой, например, бесконечностью. И тогда получается, что здесь вот эта вот структура управления, значит, она такова, что вы можете саму структуру бесконечности просто-навсего вывести как бы за поле восприятия. То есть вообще взять и, как я сказал, можно контролировать внешнюю систему и вывести вашу систему вне поля существования данного объекта информации. То есть как бы отключить, да, и все. Ведь, по сути, по большому счету, информация — это есть некая, скажем, изначальная информационная, там, материальная среда, она тоже материально выглядит. Ее можно даже там место определить, можно заснять на видео, можно форму определить. И вот эта вот материальная среда, фактически, она реально материальная, формирует какое-то событие, да? Если мы эту среду выводим из структуры управления, то значит событие не реализовалось отрицательно. При этом, кстати, среда часто находится в зависимости от вашего управления. Если вы ее выводите, она никуда не преобразуется, она просто перестает существовать в этой области пространства.
И еще один очень важный параметр в управлении бесконечностью, что там можно делать управление фактически таким образом, как вот делает Бог. Он сделал управление, и в этой точке пространство такое, как если бы вообще туда не было никакого вмешательства, да? Изначально Богом определенное. Ну, то есть Бог еще делает и более ранее по структуре, а у человека можно просмотреть такой путь восприятия, если работать с точки зрения восприятия Бога, то можно сделать управление так, что в поле информации практически не остается следов, что было какое-то там вмешательство, например. Наиболее естественный уровень. Тогда иммунная система, если это лечение, быстро опознает систему и делает ее своей. То есть она фактически начинает работать так, как будто бы это, ну, просто она сама, иммунная система, как бы и сделала, да? Если речь об иммунной системе. Если например, это какой-то орган, который запоминает структуру управления, то получается, что это наиболее естественное состояние для него, потому что если нет вмешательства, орган развивает самостоятельную информацию с точки зрения там, самооздоровления, предположим. А если мы смотрим события, то это как раз-таки наиболее естественный ход событий. То есть вот умение исключить из информации систему влияния – это один из параметров бесконечного действия или управления бесконечностью. Потому что здесь достаточно понятно, что массив бесконечности, если он затрагивает какой-то элемент пространства времени, то он фактически может захватывать с бесконечной скоростью, как бы не оставляет следов. Высокие скорости создают, ну, в общем-то, некую невозможность часто фиксации промежуточной среды. Ну, если, например, там есть некий микромир, и с микросистемами взять и зачистить что-то в макроуровне, то микроструктуру можно не рассмотреть. А макроуровень, он сохранится там в более чистом, да, уровне состояния. Получается, идет как бы рассеивание системы. То есть источник действия менее заметен за счет высоких скоростей. Значит, один из неких постулатов работы с бесконечностью – это то, что при работе с этой системой вы все время затрагиваете корневые системы управления или информации. И поэтому здесь важно видеть, что даже на высокой скорости вы можете достаточно быстро сделать, например, там, быстрое оздоровление или сделать какое-то пролонгированное управление, к которому уже в будущем не надо даже возвращаться. То есть вы сделали, оно обязательно произойдет. И это вот жесткая фиксация не потому, что вы просто уверены там, за счет, да, диагностики или информации, потому что вы просто правильное действие совершили. То есть в системе управления бесконечностью важно следующее, что как только вы форму бесконечности фактически берете под контроль, она все-таки динамическая форма. И умение взять под контроль именно некую динамику света – это специальная задача. Но тем не менее, если вы ее берете, то достаточно этой формой прикоснуться к какой-то проблеме, и проблема в будущем решается. И вот эта вот система управления, она очень, ну, как бы мобильна, и, в общем-то, она может использоваться на самых там, первичных, самых ранних уровнях управления. Ну, скажем, когда человек еще ставит задачу освоить вот какую-то систему, например, там, проконтролировать и так далее. С практикой многие люди просто работают, фиксируют результат, но вот не такой уж там у них большой интерес вызывает система там, дополнительного контроля, чтобы посмотреть. То есть они больше начинают работать на практике как бы такого поточного плана, да, управления. А в этой системе работы с бесконечностью можно очень четко заниматься контролем, в общем-то, в любом уровне. Даже если человек там хороший профессионал в области управления, и он часто и так знает на уровне духовной диагностики, что он делает нормально, ему не нужно дополнительно контролировать, то вот как раз-таки, ну, некое как бы отсутствие дополнительного контроля – это работа с бесконечной величиной, потому что там форма совершенно четко ясна. И что здесь вот, значит, она почему ясна, что она имеет, как бы, вот, во-первых, динамическую природу, то есть движется все время. А во-вторых, она ясна, кстати, еще потому, что формы, проявленные из бесконечной величины, всегда очень конкретные, отчетливые и практически неизменные. Если вам удается получить форму из бесконечной величины, то тогда получается, вы всегда получаете, ну, очень прочную форму информации. Потому что здесь понятно, что интенсивность процессов очень велика в этом случае. И вот выделение этого конечного элемента – это всегда очень важное достижение. И с точки зрения, например, управления
там, физическим телом человека, да, например. Здесь можно рассмотреть принцип управления как бы внешними параметрами просто некой информации, даже энергии, так скажем. Ведь бесконечность обладает свойствами накапливать такую среду, которую можем назвать энергией. За счет высоких величин, если мы фиксируем именно высокоскоростных величин, даже можно более конкретно, мы фиксируем структуру неких оптических систем, которые, в общем-то, выражены в виде такого постоянного уже свечения. Просто мы можем сделать практически так, пронаблюдать, где развивается бесконечная величина, посмотреть несколько уровней и сделать захват этой величины, как некая система, которая собирает энергию. Вот именно значит, сбор так называемой энергии, или, проще говоря, концентрация событий, где идет реализация, через бесконечную величину делать удобнее. То есть получается, что бесконечная структура работает как некий двигатель, что ли, как некая система, которая работает практически самостоятельно, усиливая ваш импульс управления именно до бесконечной величины. А ведь, по сути, уровень вашего управления, он такой, что как только вы выводите уровень, то уровень-то все равно становится бесконечным, как только вы его вводите в систему управления, ваш какой-то импульс. Или даже уровень, да, какой-то горизонтальный, например, вертикальный. Получается, что когда вы действуете именно с точки зрения логики процесса, что любой импульс бесконечен, то ясно, что переход на первичный уровень, то есть лично к вам, это есть совершенно понятный переход с точки зрения того, что если вы сразу входите в бесконечную величину, попадаете на луч света, переходите к себе, а вот если идти от себя и туда, да, как бы в бесконечную систему управления, смотреть вообще, что в ней там происходит, где она, какие ее свойства, то получается, что здесь вот переход достаточно длительный, то есть гораздо длиннее по времени. Переход от системы к вам практически мгновенно, а отсюда это длительный переход. Может быть, это несколько секунд, это все зависит от того, какой уровень вашего управления. И если это занимает несколько секунд, смотря какая звуковая форма управления, затянута она или нет, да, в области взаимодействия, информационная форма и так далее. Но, тем не менее, это все равно длительное время, сопоставимо с тем, что практически к вам это мгновенное время. И если вдуматься в этот параметр точнее, да, то получается, что мы можем развиваться от себя какое-то, например, там, длительное время, да, а система внешняя, она практически обладает свойством мгновенности. И вот если считать, что нужно излечить заболевание, то ясно, что у человека есть определенный путь, когда, вообще говоря, никаких заболеваний не происходит, потому что разница, в принципе, огромная во внешней системе и во внутренней. То есть внешняя информация, как некая там центробежная сила выбрасывает постоянно с огромной скоростью, это, в общем-то, разово, это дискретная величина. А то, что вы двигаетесь от себя, это величина, как бы пролонгированная, то есть причинно-следственная. И в качестве причины и следствия вы можете воспринять, например, себя, да, лично. И вот на этой разнице всегда можно найти себя в бесконечной информации, при этом, кстати, оздоравливая. То есть если эту систему знать технологически, видеть, где находится контур бесконечности, где он замыкается с выбросом вот этой конечной, что ли, сверхскоростной величины, то это мощный импульс, в общем-то, даже нормирования событий, которые, например, вам не нравятся. Они, может быть, не проблемные, но не нравятся. А проблемные, тем более, вы можете нацелить структуру бесконечной величины и как бы делать забор события в диагностическом параметре. Информация события начинает скатываться на плоскость или на структуру бесконечности, и следующая структура начинает диагностировать и как бы выравнивать. Вот здесь вот можно добиться самовыравнивания системы. Она достаточно активная, эта информация, и работает на системе, в том числе, практически как то, что называется действительно как система внутреннего ресурса среды. И по этой причине она очень напоминает действие человека. Вот если задуматься, кто вообще как и что больше всего напоминает действие человека. Сам человек, понятно, мы говорим, кроме человека, то ближе всего это информация бесконечности. И свойства часто однотипные, там, распределение информации, так же, как в ткани человека. И, например, если мы хотим
практически, ну, там, мгновенно как-то или оздоровиться, или пополниться, ну, скажем так, энергией той же самой, да, ну, просто ощутить некую энергию, которая, кстати, реально позитивна для тела. Надо просто в структуре внешней бесконечности найти сегмент, который соответствует как бы в неком таком вибрационном, информационном плане вам. Это выглядит как то, что один и тот же свет, который исходит из вас, и он причем исходит несколько медленнее, а там он горит как бы вечно. Вот здесь вот есть стыковка вечности и бесконечности. Например, Бог, создавший вечность, он часто, ну, как бы мог бы не определять понятие, да, вечности или там бесконечности, но тем не менее же два слова существуют. С точки зрения Бога каждое слово это разное понятие. И получается, что с точки зрения именно разницы, здесь вот есть точка объединения все-таки в этом плане. Именно световые системы. Человек и вечный, и бесконечный. Бесконечность действия — это мышление, например, вечность, ну, например, там, вечность физического тела, то есть разные параметры, да, разные как бы типы объектов управления, так скажем, вечное физическое тело или там мысль бесконечная. Но здесь получается, что мы можем таким образом, стыкуя бесконечную мысль, зная, что она разветвляется, как бы дает этот некий гонг, там, такой звук колоколов уже в отдалении, дает звук, который там исцеляющий, дает некую информацию, да, или энергию, которая дает именно структуру жизни. То есть вот здесь можно четко видеть, что есть жизнь, она как бы открывается, жизнь. Жизнь — это бесконечная величина. Если мы начинаем видеть ее открытие, то у вас не просто там обычная, да, какая-то жизнь, а можно вполне технологически прийти именно к реальной счастливой жизни. То есть видно сначала как состояние счастливой жизни, а потом чуть буквально мгновенный переход души на уровень, ну, то есть восприятие души именно выглядит как именно переходный уровень души даже. То есть это некий иной уровень души, где есть реально счастливая жизнь. Ведь в структуре вечного развития мы должны четко понимать, что структуры, ну, например, счастья, здоровья, вечности — это определяемые структуры, во-первых, с точки зрения вечного развития. То, что в обычном понятии действия и так понятно, что есть здоровье или там счастье. А с точки зрения вечности это более все-таки резервная система, более резервированная система. Ведь в структуре вечности здоровье не может, например, да, получается, понижаться до уровня, когда не обеспечена следующая помощь, да, организму. То есть организм должен иметь резервы для организации самооздоровления, например, в любой момент времени. И поэтому резервные функции должны быть существенно выше. Ну или там иногда чуть-чуть выше, иногда существенно выше. В зависимости от того, какие события перед человеком. И в этом, кстати, вот и понятно, почему Бог, например, он так же, как человек, спокойно может работать, потому что ему не всегда требуются там какие-то огромные массы управления. Часто это незначительное там управление, то есть резервность, значит, именно должна просто точно соответствовать задаче. А иногда, например, там огромные массивы. И вот в бесконечной системе это очень четко прослеживается, если, например, там задаться вопросом и сопоставить с тем, как вот эта информация бесконечности сопоставима, например, с Богом самим. То есть тогда, как он выглядит на этом уровне? Значит, получается, что, ну, во-первых, понятно, Бог имеет физическое тело человека. Это все понятно, имел в виду, что на информации, если вот человек, это есть некое там приобретение знаний, там опыта, активное взаимодействие с бесконечностью там, в рамках стратегического развития или там локального, частичного какого-то уровня управления по своим задачам или полного уровня управления, то для Бога эта величина все-таки постоянная. Вот если мы хотим понять, как бесконечно взаимодействовать с Богом, то со стороны наблюдателя это четкая остановка как бы действия бесконечности. Динамическая величина мгновенно превращается в статику. Форма как бы застыла и все. И поэтому есть еще другая, получается, позиция изучения действия Бога. По его, ну как бы, выделению для человека, то есть для нас Бог выделяет именно структуру, которая фактически, так скажем, видна как статичная в некоторых случаях система. Тогда ее очень просто изучать. То есть Бог, давший там, людям практически полностью всю систему знаний, показывает, что ничего сложного нет. Есть вещи, которые
можно просто статично выделить и спокойно их изучать. И вот представьте, если проблема, ну любая там проблема, в принципе, да, сложная она или там не очень, если, ну, предположим, там сложное заболевание какое-то, может быть, не обязательно сложное, но которое очень тяготит или неизвестное по характеристикам. Какие последствия, да, тоже неприятная величина. Тогда получается, что мы можем спокойно выделить структуру, спокойно ее изучить. И здесь видно, что мы всегда достигаем управления позитивным, значит, первичный прогноз мы можем сразу получить позитивно. Бесконечная величина позволяет получать прогноз тот, который вам нужен из-за, ну, как бы огромного количества сочетаний событий. А если даже смотреть, что, ну, чисто теоретически вероятностным уровнем, среда сочетается в событиях 50 на 50, вам достаточно увидеть, вы уже на 50% решили, а если вы еще остановили структуру бесконечности и подобрались к ней с разных сторон, что-то подкорректировали там, что-то добавили, ну, это как бы висячая некая такая модель в информации. И можно спокойно ее регулировать, куда захотите, в принципе. Можно взять, перевести ее в каноническую форму, запомнить, и все. Вывести форму в этой точке, один раз восприняли, и все. У вас постоянно осуществляется управление позитивного толка. И, кстати, в структуре там лечения, предположим, хронических заболеваний у людей, часто нужно такие системы делать, выводить в структуру фиксированные, что ли, фазы управления, стараться запомнить это место. Единственная разница в том, например, ну, в лечении, скажем, животных, растений или людей, в том, что для человека сфера практически мгновенно становится бесконечной в структуре первичного импульса восприятия данного человека, например, возле кожи где-то. А для животного, или там разные типы вообще форм, можно выявить форму, соответствующую вообще в мире какому-либо, ну, или где-либо даже, часто это какому-либо виду животного можно определить форму сразу мгновенно, а можно, если мы какому-нибудь уровню вообще реальности можем рассмотреть, какое вообще действие, что вообще означает какой-либо вид информации в вашем восприятии с точки зрения бесконечности. И сделать очень четкий каталог, своеобразный, что ли, проекционный, что есть там дерево, что есть, предположим, какой-то вид животного. И тогда можно, вообще говоря, лечить, там, оздоравливать, улучшать экологию, просто за счет просмотровых систем. Просто в системе бесконечности вы правильно расположили их. То есть вы их правильно восприняли. А правильное восприятие — это уже решение вопроса. Потому что это уже некая стартовая площадка для того, что у вас есть резервы управления, вы уже можете управлять, например, по факту там, собственного развития, по фактам осваивания каких-то технологий. Получается, что здесь вы все время применяете в известной модели. Вот, например, если человек видит, ну, что-то ему не нравится и нужно нормировать, он внутренне старается нормировать всегда. То же самое здесь. Достаточно зафиксировать структуру именно в бесконечной среде, и получается, что мы получаем достаточно мощную систему управления, которая фактически работает, ну, за счет первичного уровня восприятия, первой волны, как бы даже. Потому что сама бесконечность является неким инициатором, неким локомотивом, так можно сказать, именно тем, который вот движет всю систему именно в области ваших задач, решения ваших задач. Поэтому, исходя из этого, получается, в решенные задачи ваши в будущем всегда существует элемент бесконечности, но спроецированный в конкретное событие. Это вот очень важно. Это все равно, что прийти на какое-то место, осмотреться и, например, пощупать, так, где здесь конкретно был выплеск бесконечности, в каком месте там, конкретной комнаты, да, какого-то конкретного события. И как только вы распознаете это место, кстати, а вот именно в информации имеет более золотистое свечение это место. И со стороны, вот, чтобы опознать, напоминает, если вот взять, например, там, золото нагреть, и как бы расплавить, ну, как налить, как металл. И вот примерно такую форму разлитого металла, да? Иногда похоже, как, ну, как первичное действие, как будто бы как информация выглядит так, что как ртуть, когда разливает, она сначала катится, а потом она превращается в такой, как горячий металл, застывает, и все. И дальше свечение уже опять становится серебристо-белым. То есть золотистый цвет, пока есть динамика. Как только зафиксировали, опять белый цвет. Вот в этом есть разница в переходе от конечного уровня
да, к бесконечному. И единственное, в вещах это выглядит наоборот. То есть статичная система — это золотистый цвет, наоборот, а переход — это вот именно такой белый, как бы фиксированный цвет. То есть статичные вещи обладают, получается, динамическим свойством, то, что с точки зрения Бога является динамикой. И тогда понятно, что в сознании Бога понятно, что любые статичные вещи есть тоже максимальная динамика. То есть Бог своим сознанием складывает каждую вещь практически одновременно. И если мы, например, зададимся вопросом, вот, например, человек создал вещь, все-таки человек сделал, где здесь действие, да, Бога, например? А в том, что Бог просмотрел все вперед, и Он, вообще говоря, видит структуру всех событий, то есть абсолютное качество видения Бога, как Бог вообще видит и строит все, тогда получается, что Он контролирует бесконечность, да? Все переходы Ему известны. И вот когда мы приближаемся к этому уровню управления, то вот здесь, кстати, реализуются достаточно быстро очень многие дела, часто комплексно. Вот в структуре управления бесконечностью видно, что можно реализовывать дела комплексно. Не обязательно выделять только одну задачу, вторую, третью, а ведь мы стоим на позициях многих задач. Если мы начинаем видеть эти позиции как некую систему управления, как некий, например, там фронт управления, да, волна такая фронтальная, так скажем, и мы взяли и решили сконцентрировать собой, то есть подобрались как бы ближе к себе в управлении. Дух, как бы рассмотрел задачи тела с точки зрения задач, что ли, развития, действия. Получается, что здесь, в общем-то, ведь смысл такой, что чем ближе мы к себе подбираемся в управлении, тем концентрированнее становятся наши задачи. Тем больше мы видим, какие задачи вообще еще будут добрать, да, в эту корзину задач. На какой-то уровень мы довели управление, и вроде бы так достаточно. Мы сформировали поле управления, что является задачей. Так вот, когда мы уже вдумываемся в то, а как вообще видит Бог эту систему управления, то вот этот некий такой емкий уровень управления, некий прогиб, это и есть ваша индикаторная как бы точка, которая касается бесконечности. Чем больше корзина ваших задач, чем больше прогнутость вот этого фронтального уровня в системе восприятия, где мы работаем в системе бесконечности, тем значит, точнее мы именно взаимодействуем с бесконечностью. То есть чем больше задач мы аккумулируем, тем с большей бесконечной средой мы взаимодействуем. Логически, в общем-то, так и есть. Больше задач, значит, надо больше времени, больше как бы конечных величин и так далее. Учитывая, что каждая конечная величина переходит в бесконечную, то чтобы там мгновенно излечить какое-то заболевание, часто нужно просто войти в структуру этого внутренней материи заболевания, и заболевание излечивается от того, что просто вошли туда внутрь. Потому что когда вы в управлении входите внутрь, вы приводите как бы канонический поток, да, в корень проблемы, и сама система выравнивается по отношению к тому свету, который вы ввели в эту тканевую систему. И часто, что из себя представляет заболевание, если это опухолевое, где есть внутри массивы, которые как бы недоступны для обычной цикличности организма, то вот эта информация внутрь, это очень сильное действие по реструктуризации именно опухолевых процессов. В принципе, можно это отнести к процессам в универсальном плане, каким-то вирусологическим, например, вирус гриппа, например, можно лечить этим же универсальным уровнем, так же, как опухоль, или вирус СПИДа и так далее. Потому что здесь главное введенная как бы стержневая матрица, которая означает норму, и все. Эта матрица начинает светить, и начинает, например, происходить реструктуризация опухоли в норму. Часто это в том же месте просто нарастает здоровая ткань, но иногда это разбиение опухоли на фрагменты и вывод естественный как бы из организма. Да? Получается, что здесь надо еще контролировать, какой тип. Если естественный вывод, значит внутри каждого фрагмента такой стержень надо вводить. Если внутри, возле этого стержня организовывается здоровая ткань, то там ничего делать больше не надо. И в первом случае, когда именно организовывается здоровая ткань, лучше гораздо, потому что тогда не остается рубцов. Второй случай, вывод, потом надо лечить рубцы, рассасывать. Тем не менее, это эффективный способ. Как только мы в центр стержня вставляем структуру бесконечности,
так сразу мы получаем очень мощное действие вот именно такого характера и толка. Когда мы видим дальше, что мы, в принципе, стержень можем ставить любое событие, то есть нам тогда достаточно, чтобы нормировать события, нам нужно просто ткань события и внутрь ставить некую каноническую фазу событий. Причем, может быть, это универсальная фаза. Ну, например, определить изначально норма здоровья, норма социальных событий, как некая просто норма информационная. Не обязательно в частности вдаваться. Что такое норма здоровья, понятно, норма событий, ну, по крайней мере, что вы хотите, у вас реализовывается, и при этом, конечно, макросозидательно, и вы знаете какие-то критерии, что вообще есть в принципе норма. Если машина едет по улице, и ее задевает другая, это уже явно не норма. То есть норма достаточно четко сбалансирована в восприятии на уровне духа в основном. Вот именно в стратегическом плане, кстати, в отдаленной системе очень четко духовная диагностика фиксирует норму, хотя она как раз-таки подвижная диагностика. И как только вы зафиксировали норму и ввели, например, структуру управления, то здесь главное вот этот, ну, некий коврик, так скажем, в кавычках, событий нам нужно притянуть к себе и структуру понять. В каждом случае событие имеет разную природу, разную структуру, и, как правило, вообще двух событий, естественно, не бывает одинаковых, даже если это одна и та же буква, но мир сменился, и структура внутри буквы другая. И поэтому получается, что мы должны в каждом случае находить свой какой-то путь, коридор, да, управления. И вот здесь вот очень важным свойством обладает именно управление бесконечностью, где вы спокойно переводите структуру как бы макроуправления в конечную, объективизированную и, в общем-то, динамическую среду, потому что чем больше вы работаете, тем больше желательно работать, ну, по крайней мере, бывают такие периоды, именно с динамикой, потому что работа с динамикой позволяет вам больше взаимодействия с информацией, значит, получается, меньше человек утомляется и так далее. И особенно, когда речь идет о, например, там, лечении сложных заболеваний, здесь нужно выводить динамические функции, часто даже специально, потому что статичные функции часто себя быстро исчерпывают. Вот если мы вводим управление в статику, статика может мгновенно набраться управлением, и все. А динамическая система, ее можно как бы прокачивать, так в кавычках, или реализовывать сколько угодно. То есть мы можем вводить любые внешние системы, и она постоянно как бы поглощает ваше управление. Да? Ну, поглощает, это сказано, в общем-то, часто условно, хотя выглядит это так, что вы ввели управление, оно зафиксировалось, и у вас есть как бы ресурс, то есть вы при этом не истощаетесь, что интересно, чем больше вы вкладываете в динамическую систему, тем вы более становитесь энергичным, более бодрым на самом деле. Потому что понятие управления — это всегда опыт, это всегда реализация какой-то системы. Чем больше вы делаете управление, тем лучше для вас. Вот понятие какой-то ресурс или некая там энергия куда-то тратить, такого на самом деле не существует, есть просто действие и реализация действия. Можно, вот как я сказал, что по типу энергии, как можно выработать эти фрагменты, но они имеют конечные системы, и один раз собрав некий, ну, урожай, да, такой своеобразный, если так можно сказать, за счет системы управления бесконечных, вы получаете эту энергию, насыщаетесь, да, но это разовое действие, ну, будет вам, может быть, вам на 100 лет, в принципе, хватит, да, но вообще говоря, это все равно статичная величина. А мы говорим о том, что мы сами вырабатываем систему управления. И тогда мы вообще ни от кого не зависим, ни от какой там энергии или прочих там, и даже от оптических величин тоже. То есть достаточно просто выработать систему действия, систему правильной реакции, получается. Системы правильной, позиционной, что ли, некой такой школы, может быть, так скажем, даже управления. Целая, в общем-то, школа, потому что там получается, что нужен базовый совершенно курс, чтобы выработать эту систему управления. Ну, каждый вырабатывает, в зависимости от количества, там, например, лекций по моему учению, может выработать свою систему, некую такую базовую, или пользуясь стандартными, которые я объявляю как стандарт. И получается, как только вы вырабатываете эту систему и переводите ее в макроуровень, то есть вы берете эту, в общем-то, стандартную систему, переводите фактически, ну, что ли, выбрасываете на макроплан, да, то здесь идет объединение уже комплексного управления. Это управление душой, духом, сознанием, и динамические системы практически все превращаются в решение вашей задачи. То есть вот эта бесконечность превращается просто-навсего, ну, фактически
в решение задач, то есть это фактически решение. То есть вы приводите управление бесконечностью к решению задач. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.